Приветствую всех на своем канале. Сегодня будем разбирать вибрационный насос, смотреть, как он устроен, как он работает и как регулируются зазоры. Я покажу, сколько миллиметров, где какой зазор и как его можно отрегулировать. У меня в руках насос ручеек, есть точно такие же водолей, родничок и так далее. Принцип работы их один и тот же. Чтобы нам попасть вовнутрь, надо раскрутить вот эти вот 4 винта. С одной стороны 2 и с другой стороны 2. Если вы его вытащили только что из колодца, тут конечно, здесь эти болты будут все заржавевшие, их будет очень трудно открутить. Заострять внимание на этом вопросе я не буду. Есть достаточно химических средств, как их открутить, вплоть до применения болгарки. Поэтому сразу откручиваем вот эти 4 винта. Ну вот, раскрутили, снимаем верхнюю крышку. Отставили ее в сторонку. Что мы здесь видим? Вот эта вот вся конструкция, это называется вибратор. Нижняя часть называется электропривод. Начнем снизу и пойдем вверх. Как вы видите, здесь находится у нас катушка. Почему провод оборван и обрезан? Дело в том, что, как видно, данный насос ввиду своей работы получил очень сильный перегрев. Мы видим, что здесь компаунд расплавился до такой степени, что он вышел аж наружу. Это может произойти из-за чего? Из-за того, что насос работал продолжительное время без воды, то есть без охлаждения. Поэтому катушка нагрелась, и компаунд, как вы видите, расплавился и вышел наружу. Вследствие чего насос пришел в негодность. Есть умельцы, которые восстанавливают данную катушку, но я заострять внимание на этом не буду, потому что, на мой взгляд, лучше купить новый насос, чем ставить на костер вот эту часть насоса, расплавлять компаунд, вытаскивать всю катушку, перематывать ее, использовать для этого провод 0,65 мм медный ПЭТВ. Провод термоэлектродный с поливинилхлоридной изоляцией. Это я сказал для тех, кто соберется перемотать катушку. Но если будет перемотана катушка, то, конечно, будет и восстановлен вот этот вот провод. С этим пока все. Переходим на вибратор. Коль я сказал, что мы идем снизу вверх, то первый зазор, который нас встречает, это зазор между якорем и самой катушкой. Он должен быть 4-5 мм. Ну, некоторые сайты пишут 4,5-5,5 мм. Но мы будем отталкиваться от 4-5 мм. Как его проверить? Начнем с этого. Берем штангель-циркуль. Вот у меня штангель-циркуль есть, но у меня нет вот этого стержня, который измеряет внутреннее расстояние. Поэтому буду я пользоваться линейкой. Ставим линейку на саму катушку и смотрим расстояние до корпуса насоса. Здесь у меня, вот если быть более точным, 3 сантиметра 3 миллиметра. А здесь отмеряем от амортизатора, вот от этого, до конца якоря. Тут у меня 2,8. 2 сантиметра 8 миллиметров. Значит, 3 сантиметра 3 миллиметра минус 2 сантиметра 8 миллиметров. У нас получается 5 миллиметров. Зазор, который нужен для нормальной работы насоса. Как он регулируется? Регулируется он при помощи изменения толщины прокладок, которые находятся между амортизатором и якорем. Если мы
добавляем прокладки, то зазор между якорем и катушкой уменьшается. Если мы уменьшаем число прокладок, якорь, соответственно, поднимается вверх, и зазор увеличивается между якорем и катушкой. Это я чуть-чуть попозже покажу, где находятся сами прокладочки. Это когда я вот разберу верхнюю часть вибратора. Переходим дальше. Это в сторонку. Чтобы раскрутить вот эту гайку. Эта гайка обычно тоже ржавеет, или она тут будет заплюснута, чтобы она не раскрутилась. Ну, у меня уже подготовлено все для ее откручивания, поэтому я буквально рожковым ключом ее откручу. Ключ на 13. Я сейчас буду потихоньку все раскручивать и рассказывать вам, что где находится. Ну, это понятно, гайка. М8 шайба. Шайба такая вот необычная, она чуть-чуть вогнутая, вот такая. Это специально, чтобы обеспечить работу поршня. Вот сам поршень, который непосредственно накачивает воду. Внутри находится втулка. Дальше идет у нас шайба. И идут вот меленькие регулировочные прокладочки, при помощи которых регулируется зазор между вот этим поршнем и вот здесь вот между корпусом насоса. Я тоже покажу, как это все регулируется. Мы сейчас все вот разберем, посмотрим, что тут, чтобы нам было все понятно. Снимаем прокладочки. Прокладочки тоже, соответственно, подбираются для регулировки зазора. Снимаем дальше упор. Упор этот, он предназначен для чего? Я вам сейчас покажу. Он упирается вот в эту верхнюю крышку. Вот выступы на упоре упираются вот в эти вот упоры на крышке. То есть он стоит вот так вот. Вот. Вот его рабочее положение. Пошли дальше. Диафрагма. Вот это вот резиновая диафрагма. И вот это вот у нас муфта. Чтобы нам это все разобрать, надо, ну, к примеру, взять отверточку, подцепить вот эту вот резинку и постараться дойти до штока. И движением вверх снимаем диафрагму. И это мы все разбираем для чего? Чтобы я вам показываю, как добраться до нижних регулировочных прокладок, которые находятся под амортизатором. И вот теперь мы снимаем муфту. Муфту запоминаем, как стоит. Вот так. Не так, а вот так. Здесь мы видим две гайки и шайба. Я откручивать это хозяйство не буду. Но понятно, это все откручиваем, снимаем амортизатор. И при помощи вот прокладочек, которые я уже вам показывал, находятся вот здесь вот, регулируем зазор между якорем и катушкой. Так, еще момент. То я вам показывал, как определить зазор при помощи линейки. Еще можно зазор определить при помощи пластилина. Берем пластилин, размягчаем его. Тоже интересный, так сказать, способ, чтобы он был мягкий. И кладем его на саму катушку. Вот так вот. Берем якорь с амортизатором и спокойненько опускаем вниз. Прижимаем амортизатор к корпусу насоса. Сюда на шток не даем. А вот прижали вот так вот амортизатор. Вот плотненько стал он у нас. После этого вытаскиваем якорь
И вот он наш зазор. Сейчас мы его замерим. Снимаем пластилин. Берем штангель-циркуль. Смотрим. 5 миллиметров. Все как положено. Все точно так же, как мы мерили линейкой. Так, ну все, это я чуть отвлекся. Теперь будем сейчас все собирать. И нам надо будет заменить поршень. Вот у меня есть новый поршень. Есть вот этот вот верхний клапан. Он находится вот здесь вот в верхней крышке. Мы до него еще не дошли. Вон он внутри. Это вот этот вот клапан. Также хочу вам показать ремкомплект. Кому будет интересно, приобрел я его на Вальбересе. Тут все есть. И втулочки, и поршенек, и клапанки, и вот болты стягивающие. Ну, короче говоря, бери и ремонтируй. Кому надо будет, пишите в комментариях. Я ссылку на этот ремкомплект там оставлю. Собираем. Там понятно все, собираем. Ставим муфту. Теперь нам надо одеть вот эту диафрагму. Я бы мог бы сюда капнуть масла машинного, но я боюсь, я не знаю, из чего эта резина сделана, не разъесли. Можно сюда капнуть подсолнечное масло, чтобы она лучше заходила вот на этот шток. Или водички капнуть. Еще хочу обратить ваше внимание. Регулировочные шайбы, когда одеваются на шток, они вот доходят до вот этого утолщения. Вот все. Если у вас таких шайб нету, здесь шток диаметром 8 миллиметров. Можно что сделать? Ну, к примеру, я вот сейчас покажу вам. Я вот взял шайбочку и просто здесь рассверлить отверстие. Шток на 8 миллиметров диаметр, сверлом на 8 миллиметров рассверлили, а потом круглым напильничком обточили, чтобы колечко спокойно заходило на шток. Я вот просверлил сверлом на 9, но это сильно много. Сейчас где-то я покажу. Это вот я просверлил на 8, не заходит, надо растачивать. На 9 много, сильно болтается. Надо, чтобы более плотней. Можно попробовать взять сверло на 8,5, если, конечно, оно у вас есть. Пошли дальше. Надо поставить диафрагму. Диафрагму можно еще как поставить? Она еще вот становится вот сюда вот в пазы. Можно вот так вот ее целиком собрать. Потом как единое целое одеваем на шток. Делаем усилие. Здесь можно помочь отверточками. Я не стал смачивать, как я вам сказал. Думаю, так одену. Вот у меня становится. Тем более у меня насос уже БУ. Тут уже более-менее он разработался. Поэтому так вот легко одевается. Теперь будем ставить упор. Вот я его взял в руки. Как он должен стоять здесь, я вам уже показал. Соответственно, здесь он должен стоять. Вот эти вот выступы должны быть перпендикулярны вот этим вот прорезям под болты и под провод. Поэтому ставим его вот так вот, строго перпендикулярно. После того, как это все я собрал, ставим регулировочные шайбочки. Тут у меня их 3 штуки. Потом просто шайба. И вот теперь надо остановиться на поршне. Вот мы его меняем. Нам надо отсюда вытащить вот эту вот втулочку. Ну, я думаю, проблем не составит. Опа, я вот так вот вытащил. Как одеть ее? Опять же таки, смачиваем здесь все.
Вот он, новый поршень. Нам надо вот эту втулку одеть на этот поршень. Так, я пока это в сторонку. Я бы отвертку зажал в тиски. Смочил я поршенек водой. Какой стороной ставить, без разницы. Ну вот давайте начнем отсюда. В тисках все-таки удобней. Так, ну вот. Все, втулочка находится в самом поршне. Сейчас я ее немного поправлю и буду устанавливать в насос. Все готово. Устанавливаем поршенек, ставим шайбочку. Можно поставить гровер. Закручиваем гаечку под ключ на 13. Можно здесь зубильцем постучать, чтобы гайка не раскрутилась. Или есть гайки, которые не раскручиваются. Все. После того, как гайка закручена, теперь нам надо проверить зазор между поршнем и корпусом насоса. Берем линейку, меряем расстояние от, вот вы видите, я ее поставил в угол, и до окончания корпуса. У нас тут где-то выходит 6 сантиметров, 7 миллиметров. Запоминаем. Сейчас я запишу. На вибраторе меряем расстояние от амортизатора до поршня. У меня выходит 6,6. Вспоминаем, на корпусе было 6,7, здесь 6,6. Значит, расстояние у нас, зазор между поршнем и корпусом 1 мм. Также вспоминаем, как я говорил, если мы добавляем сюда регулировочные прокладки, поршень поднимается вверх, зазор уменьшается. Если прокладки убираем, поршень опускается вниз, зазор увеличивается. Вот мы уже с вами рассмотрели два регулировочных зазора. Еще у нас впереди впускной клапан. Сейчас мы к нему подойдем. Сам насос, я хочу сказать, как он работает. Катушка создает магнитное поле. Якорь втягивается туда вниз, а амортизатор вытягивает якорь вверх. И получается вибрационное движение вверх-вниз. За счет этого поршень перегоняет воду из впускного клапана к вам в шланг. Вот через вот это вот отверстие. Вот. Через впускное отверстие вода заходит и выходит вам в шланг вот через это отверстие. Ну что, здесь пока у нас все. Переходим вот к этому клапану. Клапан впускной. Здесь у меня под отвертку. Что там, мы сейчас увидим. Так, вот гаечка. А тут ничего такого. Сам клапан, вот у меня новый есть. Пожалуйста. И винтик. Здесь регулировать ничего не надо, потому что вся регулировка состоит вот в этой вот втулке. То есть мы поджимаем вот эту втулку, втулка упирается в корпус, здесь гайка, и клапан вот этот впускной, он работает на впуск воды вот так вот, и на закрытие отверстия, чтобы вода шла к вам в шланг. Поэтому здесь я ничего не буду, соберу так, как оно есть. Клапан тоже менять не буду. Здесь такая же технология, как и в большом поршне. Вытаскиваем втулку и вставляем ее в новый клапан. Сейчас соберу. Затягиваю винт. А вверху тут гаечка с гровером и шайбочкой. Все, в принципе, я вам рассказал и показал устройство насоса и все моменты, где можно отрегулировать насос, чтобы он лучше качал. Теперь мы его можем собрать и пользоваться по назначению. Но
После регулировки зазоров, конечно, желательно его в ведре с водой проверить, как он будет работать, правильно ли мы установили зазоры. Если что-то там не так, или, например, якорь бьет по катушке, надо будет увеличить зазор, или плохо качает сам насос, может быть, там надо увеличить зазор между поршнем и корпусом. После того, как нас это все устроит, тогда можно уже его и опускать в колодец или в бочку и применять его, так сказать, по назначению. Стяну винтами два корпуса насоса. Это уже не столь важно для вас и не столь интересно. Поэтому хочу закончить свое видео. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Жду вас на своем канале. Все, всем пока.